Всем привет, с вами Илья Тер. Сегодня в ролике я тебе расскажу и покажу, как получить все 5 концовок со встречи с Барбарой в игре Genshin Impact. Приятного тебе просмотра, ну поехали! Hi there, traveler. Oh, you look like something's on your mind. Did something happen? Perhaps you can tell me about it, and maybe I can do something to make you feel better. I'm a little embarrassed. Just seeing me is enough? Well, if you really feel that way, then I'm truly happy. За встречу с ней мы с вами получим награду 500 опыта приключений, 90 камней истока, 10 опыта героя, 6 фрагментов лазурита Варунада, 6 штук указаний о свободе для улучшения таланта, 5 острова Рагу и 3 достижения, за которые мы получим с вами плюс 30 камней истока. Начало всех встреч ничем не отличаются, просто подходим к Виктории и говорим с ней в Манштрате. Разговаривая с ней, мы можем выбирать абсолютно любой вариант ответа, на встрече это никак не отразится. В диалоге с Викторией мы узнаем, что Барбара ушла за целебными травами, но так и не вернулась. Наша задача состоит в том, чтобы помочь ее найти. Поэтому отправляемся в Вольфин дом, чтобы ее отыскать. И когда находим, разговариваем с ней. Большинство диалогов будут начинаться с одними вариантами ответа, поэтому выбираем предложенные. Развилки для разных концовок будут начинаться после того, как Барбару кто-то позовет. Выбираем ответ «Просто жди здесь, я его отвлеку» и идем искать человека, который кричал. И узнаем, что Альберт искал Барбару для того, чтобы помочь ей собрать красные волчьи крюки. И поэтому выбираем ответ «Так это ты собрал все ягоды?» Он думает, что здесь неподалеку находится сама Барбара, но мы ему говорим «Здесь очень опасно, вокруг много чудовищ». Почему ты так уверен, что Барбара пришла именно за волчьими крюками? Может, она совсем в другом месте? А сейчас ты ее слышишь? Наверное, Барбара давно уже ушла. После того, как мы поговорили с Альберто, возвращаемся к Барбаре и разговариваем уже с ней. Позже покидаем Вольфин дом, и Барбара нас просит о помощи вернуться к Виктории, чтобы ей сказать, что она пошла к Танеру. И мы ей говорим: «Хорошо, я помогу тебе». Возвращаемся в Манштрат и разговариваем с Викторией. Говорим ей, что мы нашли Барбару, и она нас просит убраться на территории, а именно убрать листья. Убираем все листья вокруг собора и после уборки встречаем Барбару. Она нас хочет чем-нибудь угостить, поэтому выбираем ответ «Я хочу твой особый пряный напиток». Она готова его сделать, но не хватает одного ингредиента – свежего заоблачного перчика. Поэтому она предлагает нам разделиться, и мы выбираем ответ. Хорошо, тогда разделимся. Дальше подходим к Виктории и говорим с ней о том, куда пошла сама Барбара. Идем собирать свежий заоблачный перчик. И после этого разговариваем с Паймон о том, что Барбара не пришла на то место, куда должна прийти. И идем ее искать. После того, как мы ее нашли, выбираем ответ. Мы думали, что с тобой что-то случилось, и пошли тебя искать. Она говорит, что проследила за похитителями сокровищ. Поэтому выбираем ответ. Это слишком опасно, а если бы они тебя обнаружили? Она говорит, что может за себя постоять и просит нас их победить. И мы выбираем ответ. Ни слова больше, вижу, ситуация требует моего прямого вмешательства. Мы сражаемся с похитителями сокровищ целых 3 волны, чтобы спасти Цань-Шань, на которую напали. Она за помощь решает нам что-нибудь дать, и мы выбираем ответ. Мы как раз искали цветки сахарки, и после того, как она нам дает нужный нам ингредиент для коктейля, она уходит. Когда мы приходим на то место, куда говорила Барбара, она приносит тот самый напиток, и мы у нее спрашиваем: «Почему тебе так нравится пряный напиток?» Она нам подробно все рассказывает, и мы у нее спрашиваем: «Разве это не вредно для горла?» Мы ей говорим: «Так вот какое усердие на вкус».
Поздравляю вас! После небольшого диалога с Барбарой мы получили с вами первую концовку под названием «Вкус усилий». Когда мы с вами открыли первую концовку «Вкус усилий», нам будет намного легче открывать все остальные 4 концовки. Переходим с вами на вторую концовку. Начинать с самого начала не обязательно, просто выбираем этап. Рыцарь и пастор к битве готовы. Также сражаемся с похитителями сокровищ, целых 3 волны. После того, как мы их побеждаем, мы подходим к Цайшане и разговариваем с ней. Она за помощь предлагает нам что-нибудь взять взамен, и мы выбираем другой ответ, чтобы получить совсем другую концовку. Я хотел бы попробовать пряный напиток Ли Юэ. Барбара попробовала напиток, и она у нас спросит, как тебе на вкус, и мы выбираем ответ. Очень необычно, и после небольшого диалога мы с вами получим также вторую концовку «Огненный вкус Ли Юэ». Для третьей концовки выбираем этап «Внезапный крик». Находим Альберта и разговариваем с ним. В диалоге мы у него узнаем, что он хотел помочь Барбаре собрать красные волчьи крюки. Для того, чтобы нам получить третью концовку, выбираем следующие диалоги. Минуточку, фанк-клуб Барбары. Барбара уже ушла, тебе стоит вернуться в город. Могут быть места с волчьими крюками, о которых тебе неизвестно. Барбара могла пойти куда-нибудь еще. А сейчас ты ее слышишь? Наверное, Барбара давно уже ушла. Альберт нам не верит, и мы идем искать Барбару. Пайман кричит, чтобы Барбара успела спрятаться. Мы с вами говорим с Альбертом о том, что Барбара действительно ушла. И после того, как Альберт убедился в этом, мы получим с вами третью концовку под названием «Несвоевременное рвение». Для четвертой концовки выбираем этап «Благодарность пастора». Мы с вами встречаем Барбару и разговариваем с ней. Для того, чтобы нам получить с вами четвертую концовку, выбираем такие вот варианты ответа. Я хочу твой особый пряный напиток. Лучше нам держаться вместе. Говорим с Викторией о том, что мы идем искать нужный нам ингредиент для коктейля, а именно цветки с сахарки. Сражаемся с хиличурами, и после того, как мы их победили, разговариваем с Барбарой. Во время диалога мы с вами встретим охотника из Спрингуэлла. Он просит Барбару исцелить его своей магией. Что-то ты похож на похитителей сокровищ. Барбара хочет его исцелить, но мы говорим: постой, Барбара, этот тип слишком подозрительный, надо сперва показать его рыцарям. На самом деле он оказывается похитителем сокровищ. Мы с ним сражаемся, и после того, как мы его побеждаем, мы разговариваем с Барбарой, и после небольшого диалога мы получаем с вами четвертую концовку под названием «Незавершенное лечение». Для получения пятой финальной концовки выбираем тот же этап «Благодарность пастора». Встречаем Барбару, и чтобы нам получить пятую финальную концовку, выбираем совершенно другой ответ. Коралловый чай удивительных видений и печали с пузырьками звучит здорово. После того, как мы поговорили с Барбарой и Викторией о том, куда нам нужно будет прийти, мы идем в таверне Кошкин Хвост, где возле Барбары уже стоят ее 3 фаната. Мы видим, что она не может справиться, и поэтому мы пытаемся ей помочь. Сьюзи мы говорим следующее: если ты хочешь перенять стиль Барбары, то для начала научись быть внимательной к окружающим. Шульцу мы говорим: Барбара пришла по работе, прошу ее не беспокоить. Герману мы отвечаем: ты не против, если я сначала спрошу у самой Айлин? Кажется, она вот там как раз тренируется. И после того, как мы поговорили со всеми, мы разговариваем с Барбарой. И мы ей говорим: они образумились, когда я выложил им всю правду. Во время диалога мы гуляем и доходим до моста. Выбираем следующие варианты ответа.
Мне кажется, что ты популярнее любого другого служителя церкви. У тебя все получится. И после небольшого диалога с Барбарой мы с вами получим наконец-то пятую финальную концовку под названием «Выходной в Mondstadt». Поздравляю вас! Сегодня в ролике мы с вами получили все 5 концовок со встречи с Барбарой в игре Genshin Impact. Спасибо тем, кто досмотрел этот ролик до самого конца. Кому помог, поставь лайк, подпишись на канал и не забудь поставить колокольчик. Увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока!